Сегодня мы продолжаем гулять и искать сокровища на ярмарке в Еленей Горе. Ярмарка антиквариата и диковинок проходит в Еленей Горе в Силезии, Польша, 2 раза в год. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Если вы еще не видели первую часть нашей увлекательной прогулки по ярмарке, найдите в описании ссылочку на видео. А сейчас идем гулять. Очень красивый стол. Это Карлсбад. Тарелка с золотыми листьями, конечно же, Майсон. Чудесные кофейные пары, декорированные в технике Silver Overlay. А вот еще. Silver Overlay. Розенталик. Так, Розенталь. Ой, какой чудесный песик. One są wyczyszczone. Także Nie, tylko pakiecie to taki... Tak, bo to jest srebro. breczkiem wyczyszczone, bo później się, bo to sobie Тіловіць. Напевно, tam mleczko kupić, przeczyścić. тіловіць. Tak, tak. To nie jest Lindna. lepiej, bo wie pani co, to są wszystko, Reichenbach. niektóre są z innej marki, część Kuchereuter, to jest inna Восхитительные мокко-пары с золотым нутром. To jest Reuter, to, Ale jakie ceny mówisz? to. Очень красивий Розенталь To Чіппендейл. jest Ilmenau i ona Seria jest w ogóle Chippendale. rzadsza. Tak, ta jest najładniejsza. Ale jest większa. Tak. Ona jest droższa od Reuter. A jakie ceny? Хотите узнать, почему эта серия от Розенталь называется Чиппендейл? Смотрите наш шорт, ссылочка будет в описании. На ярмарке очень шумно, очень многолюдно, а мы продолжаем искать интересные вещи. Вы когда-нибудь видели такую диковинку? Вот он, первый справа. Это нож для апельсинов. Специальная форма лезвия с прорезью служит для легкой очистки и нарезки цедры цитрусовых, апельсинов, лимонов, лаймов, грейпфрутов. Крайне редкая вещь. Стоит немало. Пока мы думали, его выхватили у нас из-под рук и купили. Будем искать. Это обворожительное трио. Наша любимая Алечка, Алька Кунст. Такую модель мы называем принцесска. А вот это трио от Зарао, но сразу видно, что-то тут не то. Посмотрим ближе. Ну, конечно, чашка форма кавалер, а блюдце и тарелка – это форма люксус. Да и по цвету видно отличается белоснежный фарфор и сливки. Очень много кофейных пар от Розенталь, в том числе созданных в коллаборации с Versace. О, а это знаменитые кошечки от Розины Вахтмайстер. А це може японське? О нет, это не Япония, это Хайда, Австро-Венгрия. А тут є ще мотиляк. Энс, Карл Энс. У нас есть видео об удивительных бабочках от Карла Энса. Ссылочка в описании. А к этому стенду мы словно приклеились, очарованные. И сейчас вы поймете почему. Ну а пока полюбуемся вот этими прекрасными минажницами. Ждем, когда освободится место, чтобы подойти поближе и посмотреть, что же там. А это, кстати, трио арт-деко. Тоже красиво, тоже очаровательно. И огромная тарелка от ЛФЗ, кобальтовая сетка. Nie, no gdzież. Podruba. Podruba czorca. Очаровательные бабочки. И вот он, магнит для коллекционеров.
Неужели это настоящий корец? Нет. И продавец сразу говорит, что это подделка. Однако оценивает он эту подделку в 5000 злотых. Это примерно 1200 евро. Что же это за фарфор такой, корец, если даже его подделки стоят немало? Если вы хотите узнать больше об уникальном фарфоре от Корца и понять, почему он ценится дороже Майсена, посмотрите наше видео о фабрике в Корце. Ссылочки будут в описании. Мы еще под впечатлением от предыдущего раритета, а тут такое чудо. Ломоносов. No to teraz taki serwis można nowy w Petersburgu zamówić, tylko kosztuje ponad 100 000 złotych. Продавец рассказывает, что сейчас такой новый сервиз от Ломоносова можно заказать в Петербурге на заводе, и он будет стоить более 100 000 злотых. Это примерно 24 000 евро. Ух ты, впечатляет! Свой великолепный винтажный сервиз продавец оценивает в 25 000 злотых. Это 6 000 евро. Сервиз и вправду роскошен. Эта удивительная форма называется Нева-2. Ее придумала Анна Липурская, советский скульптор и художник по фарфору. Между прочим, Анна Липурская была ученицей Казимира Малевича. А кто же придумал этот удивительный рисунок из ярких фантастических цветов? Чувствуется почерк Алексея Воробьевского. Как же называется этот рисунок? Золотые бабочки? Розовые цветы? Кто знает? Подскажите. Конечно, такой сервиз украсит любой праздничный стол. Чудеса продолжаются. Сразу 3 восхитительные кофейные пары от Ломоносова с декором по мотивам рисунков Алексея Воробьевского. А если вы еще не слышали об Алексее Воробьевском, посмотрите наше видео об этом гениальном советском художнике по фарфору. Ссылку на видео оставим в описании. Петушок по мотивам Воробьевского. Уже древнерусское зодчество написано. Это słodniejsze ten nasz. Rok temu mieliśmy taką właśnie małą, ale z baletem. No to A z baletem. od razu poszła. Właśnie, prawie wszystkie mam. Продавец оценил каждую пару в 3500 злотых. Это более 830 евро. Год назад на ярмарке в Гданьске мы восхищались кофейной парой в декоре «Весна золотая» от Алексея Воробьевского. Стоила она тогда 117 евро. А эти кофейные пары стоят уже в 7 раз дороже, а прошел только 1 год. Со временем ценный фарфор может значительно подорожать. И это прекрасный пример. Кстати, посмотрите наше видео «Фарфор как инвестиция». Плейлист «Аукцион», ссылочка в описании. Продолжаем гулять по ярмарке. О, какой симпатичный экран для камина. Это сейчас очень модный элемент декора. А вот большие парные канделябры. Наткнулись на стол с английским фарфором. Великолепная английская антикварная чашка. Без клейма. Характерные английские чашки. Красивые, с цветами. А здесь много английских фигурок. Полюбуемся. Jest to firm też odpowiedź. No ale to musi się odkręcać. Там, где есть английский фарфор, есть все шансы найти кодлеры. Нам попался вот такой огромный, на 4 яйца, большая редкость. И он сразу же осел в частной коллекции.
Но у нас есть другие кодлеры. Приглашаем в Телеграм по ссылке в описании. А что такое кодлеры и как в них готовить, мы рассказываем в наших видео. Ссылочки на видео о кодлерах будут в описании. О, а вот и крючок попался, как раз чтобы вылавливать кодлер из кипящей воды. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Роскошный комплект от Розенталь, Мольер, как много золота. О! Что там лишь сидели? Там чуть не свалили фарфор, успели поймать. Какая очаровательная кофейная пара с чертополохами. А вот бонбоньерка, пимпочка, словно ключик. Это трио от Шуман. И роскошный сервиз ар-деко. Такое впечатление, что они на машине времени приехали на ярмарку в Еленей-Гуре. Ярмарка в Еленей-Гуре богата не только фарфором, есть также много коллекционной милитарии и стекла. Наше внимание привлек караф, то есть кувшин, сосуд для вина. Изумительной красоты работа, стиль модерн. Эта красота была создана на ВМФ Württembergische Metallwarenfabrik. Нам попадались и другие интересные предметы этой серии. Нет, это не подстаканники. А что это? Вы узнаете из нашего видео. Ссылочка на него будет в описании. А вот попалась такая редкая кружка для пива. Ручная роспись с наклейкой. И это не богемия, это Пошингер. Tak samo. Вот. Это Пошингер, причем с подписью. Очень редко встречается. Вот двойное стекло. Ручная работа полностью. И вручную разрисовано. Статуэтка в стиле Ар-Нуво в технике Эозин. Эту технику придумали на венгерской фабрике Жолнай и держат ее в секрете. Благодаря иозиновой глазури фарфор приобретает радужный металлический блеск и меняет цвет в зависимости от угла отражения. Больше о фарфоре от Жолнай вы найдете в наших других видео. Загляните в описание, ссылочки будут там. Какой интересный предмет нам попался. Блюдце с корзиночкой, а здесь клеймо А.Р. Аугустус Рекс. О нем мы уже рассказывали в наших видео. Посмотрите их, ссылочка будет в описании. Этот интересный предмет называется трамблёз, от французского «трамбле». Простите за мой французский. Трамбле означает дрожать, то есть это комплект от дрожащих рук и для путешествий, чтобы чашечка не выпадала. И вот сейчас мы ее поставим. Вот, смотрите, и чашечка не выпадает. Ставим. Получилось! Посмотрим, что на этом столе. О, какая симпатичная земляничка и слива. Это Херман Оме. Коллекционный силезский фарфор. Стоим возле краешка стола, но ближе пока не подойти, много людей. Поэтому пока любуемся так. О, это тиловец. Кофейные пары, золотое нутро. Это же Зарау. Форма Свеа. Точно. Здесь дуо, без десертной тарелки. А у нас есть такое трио. За подробностями приглашаем в телеграм-канал. А видео будет по ссылочке в описании. Ну, тиловец. Узнаваемая ручка Бейер. Декор в технике Silver Overlay. Мы готовим видео об этой технике. Не пропустите.
Эти чудесные трио тоже декорированы в технике Silver Overlay. Ale tam na zachodzie oni są w ogóle jeszcze więcej kurwa niż Все комплекты с серебром уже зарезервированы. Так ответил продавец, когда мы спросили цену. Nie ma o czym marzyć, dokładnie. No to tak się powie. Эти тоже зарезервированы. 12. А на этом столе любуемся бокалами из цветного хрусталя. Бокалы одиночные, комплектов нет. Неважно, ведь это коллекционные бокалы. Стоят по-разному. Есть по 130 евро, есть по 180. Бокалы антикварные, ручной работы, достойны места в музее. А рядышком винтажная керамика для спаржи. Какая симпатичная! Интересный павильон. Какая ваза с ручками, как головы баранов. Много старинных предметов. Какая очаровательная чашечка с ручкой, как петелька. Здесь нам встретился очень редкий антикварный предмет. Впервые видим раритет такого уровня на ярмарке. Обычно подобные эксклюзивы встречаются в музеях или на аукционах, но крайне редко. Бочонок для меда Майсон. Mięśnia Marko. To z Markolinie? Ile cenicie? A uszczelbiła się kawałeczek, się uszczelbił tak pękła kawałek. На маленьких уютных улочках Еленей Гуры пряталось много красоты. Ярмарка просто очаровала. Мы видели много интересного и кое-что приобрели. Следите за распаковками. А чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. Как вам ярмарка в Еленей Гуре? Что понравилось больше всего? Пишите в комментариях, нам интересно ваше мнение. А мы и дальше будем вас радовать прогулками по ярмаркам, барахолочкам и, конечно, распаковками. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Увидимся.